Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня мы с вами поработаем вот на такой идее, два мотива. В первых видеокадрах вы видели жакет. Связан он, вернее, переднее и заднее полотнище связано именно с наборных вот таких вот мотивов, да, а рукава у нас идет другой узор. Мы сегодня с вами разберем этот мотив, разберем маленький мотив и соединим. Сам по себе узор, кстати, на рукавах тоже достаточно интересный, и я его разберу. У нас с вами есть схема, достаточно понятная, поэтому кому понравилась идея, присоединяйтесь. Мы сейчас начинаем мы с вами с первой воздушной петельки и еще 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Замыкаем колечко, хвостик вдоль, воздушная петелька подъема, и в кольцо я вяжу 8 столбиков без накида. Первый, второй, 8 столбиков связали. Я захожу в первую петельку, первый столбик вяжу соединительную петлю. Сейчас 3 воздушных, 1, 2, 3, это будет столбик, воздушная петля, расстояние между столбиками накид. В эту же самую петлю захожу и вяжу еще один столбик. 1 воздушная петелька, накид. Я перехожу во второй столбик на нашем кольце. В него мы тоже вяжем 2 столбика через 1 воздушную петлю. То есть у нас должно быть с вами 8 наборов столбиков через петлю. То есть у нас все время петелька, петелька, петелька и столбики. Если внизу было 8, значит столбиков должно быть 16. Связали мы с вами 16 столбиков. Последняя воздушная петелька, в третью петлю подъема зашли, связали соединительную петельку. Соединительной петлю я перехожу под первую арку и вяжу 3 воздушных петли, которые будут соответствовать первому столбику. Накид, и под эту же арку вяжу еще 4 столбика с одним накидом. В итоге у меня должно получиться 5 столбиков. И мы их с вами соединим. Столбик, который называется попкорн. Вот 4 и вот 5. Захожу в третью петельку или вершину первого столбика, захватываю рабочую нитку с изнаночной стороны и вытягиваю его на рабочую зону. Подтянула ниточку и закрепила наш столбик. Вот он выглядит вот так вот с изнаночной стороны. Вот так вот он выглядит сверху. Видите, как бочонок, он и на схеме так показан, чтобы в будущем вы понимали, кто не знает. Теперь 3 воздушных петельки, накид. Я перехожу в следующую арочку из одной воздушной петли и вяжу еще 5 столбиков. Уже думаю о следующем ряде, то есть вот 3, 4 и вот 5. Если мы с вами там заходили в третий столбик, то тут явно мы видим, что мы заходим в вершинку первого столбика, подтянули рабочую ниточку, вытянули ее, закрепили, 3 воздушных, и так мы с вами продолжаем по кругу. В каждую арочку из воздушной петли мы с вами вяжем такие столбики. Вот что у нас с вами получается. Такой как бы объемный такой мотив. Итак, вот что мы с вами уже получили. Последние 3 воздушных петельки я захожу, как бы в вершину столбика и связала соединительную петлю. Вот так вот. Теперь перехожу, вяжу столбик без накида под арку первый и второй столбик. Теперь 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Захожу под эту же арочку и вяжу еще 2 столбика без накида. Следующая арка, первый столбик, второй, 5 воздушных, 2, 3, 4, 5 и заходим в следующую.
С помощью этих арочек мы с вами и можем соединять мотивы. Мне кажется, что только через 2 мотива можно соединиться. И у нас еще есть дополнительный мотив, который мы с вами сейчас разберем. Итак, смотрим. Я соединила 2 мотива между собой через пико. То есть 3-я воздушная петелька позволяет нам сделать соединение. И уже сделала соединение дополнительного маленького мотива. Давайте поговорим, как мы его вяжем. Этот мотив начинается вязать точно так же, как мы с вами вязали вот серединку большого мотива. 5 воздушных петель, 8 столбиков без накида, и в каждый столбик у нас идет по 2 столбика, итого их у нас 16. И вот сейчас я перехожу под первую арку, вяжу столбик без накида, далее 3 воздушных петли и столбик без накида в следующую петельку. Таким образом мы с вами вяжем этот ряд, и в то же время мы соединяемся с вами с нашими мотивами. Например, 2-я петелька, я вот захожу в петельку на готовом большом мотиве, протягиваю ее, последняя петля, 3-я, перехожу под арку. Точно так же 1, 2, 2-я свободная петля. Еще петелька, и мы заходим в следующую арку. Следующая арка уже будет соединяться с другим мотивом. Смотрим, видите, вот она. Как распределить эти наши с вами мотивы? Как я поняла по схеме, у нас идут соединения, смотрите, вот так вот 2, да, вот так вот 2, 2. То есть, а остальные, которые у нас остаются, это именно для маленьких мотивов. Вот такое вот решение у нас с вами есть для вязания жакет. На этом моменте с вами прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам творческих успехов и до скорых встреч.